Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим знаменитый торт Львов или Львовский, как мы его называли в детстве, в период своей юности. Это восхитительный торт с арахисовыми коржами и воздушным белково-заварным кремом, который, кстати, мы будем готовить без термометра, проверенным простым способом, по которому крем получается всегда. На сухой сковороде поджариваю арахис, никуда не отходим, чтобы он не горел, а лишь появился приятный аромат и слегка орешки подзолотились. 40 граммов отделяю для украшения торта, весь остальной арахис измельчаю в блендере в крупную крошку. Готовлю тесто. 4 яичных желтка и 1 целое яйцо взбиваю до легкого посветления. Далее всыпаю сахар, ванильный сахар и соль и буду взбивать примерно 5-6 минут в пышную светлую массу. Теперь добавляю мягкое сливочное масло, которое обязательно нужно заранее достать из холодильника, и сметану, у меня обычная магазинная, 20% жирности. Пачечку разрыхлителя 12 граммов и все это взбиваю в однородную массу. Теперь всыпаю кукурузный крахмал и муку и буду замешивать тесто миксером. Сначала на низких оборотах, чтобы мука не взлетала в воздух, а затем обороты увеличиваю и замешиваю тесто. Лопаткой вот так помогаю, все снимаю со стенок, чтобы тесто было однородным. Теперь всыпаю сюда измельченный арахис. И опять же миксером перемешиваю. Вот такое довольно густое маслянистое тесто получается. Выпекать буду в разъемной круглой форме, диаметр 24 сантиметра. Дно устилаю пергаментом, ничем не смазываю, так как он у меня хорошего качества. Делю тесто пополам и половину выкладываю на дно формы, разравниваю ровным слоем. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов. Выпекаются такие коржи 20 минут. Сначала выпекаю один и затем, соответственно, второй. Корж у меня немножко остыл в форме, затем я его вот так вырезаю по кругу, выкладываю на поднос и выпекаю второй корж. Готовлю белково-заварной крем. В кастрюлю высыпаю сахар, добавляю лимонную кислоту и вливаю воду. И без помешивания отставляю в сторону, чтобы сахар подтаял, пока буду взбивать белки. Белки выливаю в чашу миксера и на высокой скорости взбиваю 5-6 минут в пышную устойчивую массу. Она не должна выпадать из миски. Как только взбились белки, ставлю вариться сироп. На среднем огне довожу до кипения, затем огонь уменьшаю до минимального и варю ровно 9 минут. Масса должна кипеть еле-еле, помешивать не нужно. Сироп ни в коем случае не должен поменять цвет, он должен оставаться прозрачным. То есть нужно просто постепенно довести до растворения сахара. Это очень важное условие. И затем сразу же горячий сироп тоненькой струечкой выливаю во взбивающиеся белки. Стараюсь попадать так, чтобы сироп лился именно на работающие венчики. Это тоже очень важно. И взбиваю не менее 10 минут. Постепенно крем будет становиться все более стабильным. И к концу взбивания уже четко будет виден рисунок на белках. По желанию можно добавлять сюда любой ароматизатор. Я добавила цитрусовый. Взбиваю еще 3-5 минут и только посмотрите, какой густой крем получается. Ним можно украшать торт и формировать любые украшения, которые только вам заблагорассудятся. Крем получается очень пышный, он всегда получается, если вы будете выполнять вот эти все нюансы, которые я озвучила в этом видео. Собираю торт. На дно подноса наношу немножко крема, выкладываю первый корж. Затем крем я разделила на 3 части и большую часть я выкладываю на первый корж. Разравниваю приблизительно вот так вот, чтобы везде было ровненько. Накрываю вторым коржом и уже меньшую часть крема я наношу на верх торта. А оставшейся небольшой частью крема я промазываю бока тортика. Хочу отметить, что этот торт получается такой слегка суховатый, потому что коржи арахисовые, ореховые, они не мокрые, и в технологии изготовления торта не предусматривается пропитывать эти коржи. Если вы любите
любите влажный торт, то лучше пропитать. Ну, а я вам рекомендую попробовать его именно вот в такой вот рецептуре. Ну и далее украшаем торт по своему желанию. Я выровняла немножко поверхность торта, обсыпала бока измельченным арахисом. И далее отсаживаю при помощи кондитерской насадки украшения, ну, такие, как я вижу, потому что, как еще раз повторяю, я украшать особо не умею, поэтому вот так вот я украсила по-домашнему. И вот тот целый арахис, который у меня остался, ним я тоже украсила верх торта. Ставлю торт в холодильник, и я его разрезаю уже на следующее утро. Ну и посмотрите, какой торт в разрезе. Большое количество вкусного крема и вкуснейшие арахисовые коржи. Обязательно, друзья, попробуйте, напишите отзыв в комментариях. Буду вам очень благодарна за ваши лайки, просмотры и подписку. Всем мира и добра. Пока!